Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж, 16 число у нас на календаре, завтра уже устанавливается обновление, завтра игра заработает, пока что обновление можно скачать в Google Play, уже точно можно скачать в Steam и, собственно, для ПК консольных версий, но поиграть можно только в матчи пробные сборными. И пока больше в игре ничего не доступно. Но я сейчас нахожусь на сайте Konami, давайте же посмотрим, что у нас в обновлении нового и интересного. Здесь много, как вы видите, разных статей, но PS5, PS4, Xbox и, собственно, ПК нас не интересует, нас вот интересуют те, где iOS, Android. 3 здесь у нас файла с тем, что собираются добавить, давайте же их и посмотрим. Так, значит, первый файл, что у нас здесь? Значит, дополнительные сведения смотрите ниже. Хорошо. Дополнительные функции, которые нам добавят. Пропуск на матч. Это же матч-пасс. Это, в принципе, неплохо. То есть нужно будет отыгрывать какое-то количество матчей и получать какие-то награды. Мандаты обычного игрока. Новый способ подписать игрока. Как я понимаю, это будут номинальные контракты, только на игроков не за номинальные контракты, а, собственно, можно просто будет взять какого-то обычного игрока. Ну, то есть... наверное, в принципе, хорошо. Матчи против ИИ в соревнованиях-испытаниях. Ну, это вроде как бы и так у нас было. Так, теперь пользователь может менять команды в соревнованиях-испытаниях с участием аутентичных команд. Не совсем понимаю даже, что это, если честно. В соревнованиях-испытаниях с участием команд мечты добавлены условия участия. То есть, скорее всего, у нас будут ивенты, в которых нужно определенные условия соблюсти. У нас когда-то такие уже ивенты были, там типа... у вас должно быть, допустим, 7 игроков с национальностью японец, чтобы участвовать в ивенте. В принципе, нормальная тема, вполне себе пойдет. Так, для новичков в eFootball добавлены дебютные задания. Наверное, неплохо, позволит ребятам быстрее собирать команду. Наряду с другими изменениями изменено расположение элементов меню задания. Ну, особо не важно. В настройках смены курсора добавлен режим полуавтомат. Раньше он у нас тоже был, то есть у нас была ручная смена курсора, была автоматическая смена курсора, теперь будет еще полуавтоматическая. Как это будет работать, хрен его знает. Когда для параметра смена курсора выбрано значение автоматические переключение курсора теперь будет осуществляться чаще. Ну, наверное, неплохо. Изменено количество зарегистрированных игроков в национальных сборных. Ну, обновили составы сборных, ладно, это нормально. Увеличено количество фильтров для списка обычных игроков. Ну, будет более удобно искать игроков, ладно, в принципе, тоже хорошо. Добавлены языки интерфейса нидерландский, шведский, греческий. Ну, наверное, язык не бывает нидерландским, он, наверное, бывает голландским. Ну, ладно. Обновления и дополнения. Внутриигровые активы и другие данные будут переноситься при первом входе в игру после установки новой версии. Это... мы и так знаем, мы знаем, что все у нас перенесется. Обновлены такие данные. Данные команды, фотографии, формы, графика, бутсы. Ну, это по стандарту. Исправление доработки игрового процесса. Дриблинг. Улучшена реакция при переключении между обычным дриблингом и рывком с дриблингом. Внесены корректировки, благодаря которым при переключении между обычным дриблингом и рывком с дриблингом футболист будет корректнее реагировать на нажатие клавиш направления. Господи. Уменьшена инерция при поворотах на небольшой угол во время рывка с дриблингом. Это хорошо, то есть футболисты будут порезвее разворачиваться. Внесены корректировки, чтобы игрок, который обводит соперника, теперь реже вступал в контакт и спотыкался. Ну, наверное, тоже хорошо. Исправлена неполадка, из-за которой быстрое касание нельзя было выполнить плавно. Внесены корректировки, благодаря которым теперь можно выполнить более слабый удар ногой сразу после попытки разворота на большой угол во время дриблинга. Ох, честно, формулировки, конечно, у них спецы пишут. Исправлена неполадка, из-за которой во время дриблинга было сложно инициировать ошеломительные пасы, когда рядом находится игрок соперника. Так, исправлена неполадка, из-за которой во время дриблинга было сложно инициировать ошеломительные пасы, когда рядом находится игрок соперника. Господи, вот я честно, я это читаю, такое ощущение, что я с ребятами, которые это пишут, и разговариваю на разных языках. Ладно, это был первый файл, давайте смотреть, что у нас во втором. Так, о новом файле обновления, вторая часть. Значит, пасы. В целом повышена скорость паса
пасов низом. Хорошо. Откорректированы пасы низом, и теперь курсор переключается на более подходящего партнера по команде. Хорошо. Внесены корректировки, чтобы при попытке передачи мяча, когда рядом находится игрок соперника, срабатывало более подходящее движение ногой. Ни хрена не понял, но очень интересно. Откорректировано направление пасов в разрез, чтобы адресату было легче их принимать. Хорошо, то есть пасы серьезно станут лучше, как я понимаю. Исправлена ошибка, из-за которой игроку, который оказывается на мяче первым, не удалось нанести удар или отдать пас. Исправлена ошибка? Отлично. Внесены изменения, благодаря которым на третьем уровне паса вручную скорость мяча полностью зависит от состояния индикатора силы без каких-либо вспомогательных корректировок. Блин, я не то открыл, это зараза, это же для PS. Да, я думаю, блин, какая сила паса. Какая сила паса? Так, вот, iOS, Android, 2 из 3. Ага, вот он. Так, повышена скорость пасов, удары. Улучшены навыки удар с наклевом и удары по восходящей. И теперь игроки, которые обладают этими навыками, наносят такие удары точнее. Неплохо. То есть это ошеломительные удары, по сути. Внесены корректировки, в результате которых при попытке нанести удар с лета и ошеломительный удар, траектория мяча теперь может быть нисходящей. Хорошо. Реализованы улучшения точности ударов по движущемуся мячу без его остановки после диагонального паса низом сзади. Откорректирована повышена вероятность попасть в створ при ударе по пустым воротам. Да неужели? Что, неужели у нас футболисты теперь с метра по пустым воротам будут попадать? Это прям красота. Защита. Благодаря корректировкам теперь курсор переключается на более подходящего игрока, когда команда обороняется. Отлично. Благодаря корректировкам теперь курсор переключается на более подходящего игрока, когда команда обороняется, а мяч находится в воздухе. Ок. Исправлена неполадка, из-за которой игрок обороняющейся команды, который сопровождали соперника, не совсем корректно реагировал на ввод направления. Тоже хорошо. Исправлена неполадка, из-за которой игроки, опекавшие соперника во время углового, не могли должным образом реагировать на мяч. Исправлена неполадка, из-за которой защитники сразу после углового удара могли слишком далеко удаляться от своих ворот. В принципе, все хорошо, исправляются ошибки в защите, это прекрасно. Вратарь. Внесены корректировки, благодаря которым при пенальти вратарям теперь легче брать или отбивать сильные удары и удары в притирку к штанге или под перекладину. То есть на пенальти вратари будут стоять лучше. Честно, я за последние матчи 50, наверное, пенальти бил, может, один раз, и то, может, и не бил. Другие улучшения игрового процесса. Внесены корректировки, благодаря которым игрок, который участвует в комбинации стенка, в движении больше не снижает скорость без необходимости. Это радует, потому что иногда игроки затупливают. Внесены корректировки, чтобы партнеры по команде, которые забегают вперед, теперь старались не попасть в положение вне игры с учетом расположения игрока, который владеет мячом, и принимали адекватное решение замедлиться или остановиться. Это хорошо. Внесены корректировки в расположение игроков команды, стиль которой по всему полю, благодаря чему партнеры по команде не выдвигаются слишком далеко вперед, что уменьшает риск контратак. Здорово. Внесены корректировки в расположение игроков, чтобы игроки, которые в соответствии с планом игры должны находиться в центре, реже смещались на фланг. Вместе с тем фланговые игроки будут с большей вероятностью оставаться на флангах. Но по сути нам говорят, что наконец-то схемы более-менее начнут работать, потому что чаще всего у нас хаос творился. Внесены корректировки, чтобы партнерам по команде в полузащите теперь было проще выходить на открытое пространство. Больше движения, это здорово. Внесены корректировки так, что крайние защитники теперь будут пытаться перекрывать друг друга с достаточной частотой в соответствии с настроенным командным стилем игры, а также их положение, когда мяч находится на противоположной стороне поля. Так, крайние защитники теперь будут пытаться перекрывать друг друга. Ну ладно. Устранена неполадка, из-за которой неправильная игра в корпус, например, когда игрок толкал соперника плечом по диагонали сзади, не считалась фолом. Хорошо. Устранена неполадка с вбрасываниями, когда партнер по команде на другой стороне поля могли пересечь все поле и открыться. Внесены корректировки, чтобы игроки адекватно уклонялись от партнеров по команде и от мяча, когда те наносили удары. Вот это вот реально великолепно, что это починили, потому что я очень часто бью в своих, или пас идет в своего и от него отскакивает. Ну, короче, глупость получается. Так, ну и третий файл обновления. Что у нас здесь?
Так, ниже приведен список общих исправлений для устранения ошибок и уменьшения их негативного влияния. В приложении за ошибки могли сбои, во время беспаузных ударов от ворот кнопка смещения ошибочно отображается как активная. Ну, в общем, здесь, как я понимаю, все технического плана. Технические ошибки, которые вроде как должны сделать игру просто более стабильной. Глобальные улучшения. Откорректирован алгоритм начисления очков для параметра распределить автоматически в разделе прогресс игроков. В каждом режиме в матчах внесены различные незначительные изменения, направленные на улучшение общего игрового процесса. Ну, в принципе, любые исправления ошибок — это хорошо. Так, неполадки с пробным матчем у нас по сегодня есть. 16 число, объявление, известные неполадки и корректировка в смене курсора. Так, при настройке автоматически теперь легче переключать курсор на более подходящего партнера по команде, который находится возле мяча. Ну, про это мы, в принципе, уже читали. Значит, если подвести какой-то итог, исправлена куча ошибок, будет у нас более быстрые пасы, будут игроки попадать по пустым воротам, и это в принципе здорово, это в принципе хорошо. Мне только хочется задать единственный вопрос, что, ребята, игре как бы полгода уже, а какого хрена у вас эти ошибки все еще были? Почему они не исправлены раньше? Но исправляют и замечательно. Надеюсь, с обновлением они справятся нормально, завтра игру запустят, и, собственно, мы уже увидим и новых футболистов, и новые паки. В своем телеграме я там публиковал, каких новых эпичных игроков и абсолютно новый тип карточек добавили. Так что можешь подписаться, ссылки в описании закрепленном комментарии, если тебе все это дело интересно. Вот такое обновление нас ждет. Надеемся, что завтра игра нормально заработает и будет, собственно, все хорошо. Пиши, чем ты занимаешься, пока песик не пашет, я с удовольствием почитаю. На этом прощаюсь. С вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.